Всем привет! А вы когда-нибудь задумывались, насколько чистая вода течет в вашем домашнем кране? Я знаю, что задумывались. Вот и я задумался. А почему бы не сделать ее чище и не поставить на нее фильтр? Что ж, сегодня я покажу, как это сделать. Особенно это будет полезно, если ваш ирригатор, так же как и мой, за месяц покрывается весь плесенью. Что ж, погнали! И первым шагом на пути к улучшению нашего здоровья это будет покупка самого фильтра. Или, как говорят в Америке, Under Sink Water Filtration System. Как мне показалось, этот фильтр самый оптимальный на рынке по соотношению цена и качество. Стоимость данного фильтра составляет примерно $50. Что ж, давайте заглянем вовнутрь, посмотрим, что же находится у нас в коробке. В коробке у нас находится ненужная нам макулатура, коробочка с аксессуарами, которая содержит необходимые нам фитинги, необходимые нам шланги и также набор непонятных ненужных наклеек. Ну и, конечно же, сам фильтр вот такого формата. Что ж, давайте рассмотрим наш фильтр подробнее. У нас есть отверстие для входа, отверстие для выхода. Также у нас есть световая сигнализация, которая нам будет говорить о том, когда фильтр необходимо будет поменять. Сам фильтр довольно-таки увесистый. Снимается фильтр довольно-таки просто, одним поворотом влево. Для того, чтобы установить его обратно, нам нужно вывернуть его вправо. Этот фильтр рассчитан на целый год непрерывного использования в вашей системе водоснабжения в ванной либо на кухне. Следующее, что нам необходимо сделать, это спуститься под раковину, открыть дверцы и убрать весь этот хлам отсюда. Забегая немного вперед, скажу сразу, что я приобрел два фильтра. Один для холодной воды, второй для горячей воды. И начнем мы установку со стороны горячей воды. Далее нам нужно определиться, какой же из вентилей является холодный, а какой горячий. Как правило, шланги, идущие к крану, должны иметь маркировку. Горячий красный, а холодный синий. Но так как в моем случае этого нету, нам нужно будет определить это как-то по-другому. Определяется это очень просто, старым дедовским методом. Открываем оба крана холодной и горячей воды, возвращаемся под раковину и на ощупь трогаем, где горячая, а где вода холодная. Что ж, стало понятно, что здесь холодная, а здесь у нас горячая. Перекрываем воду горячей водой. Вентиль крутится всегда на закрытие по часовой стрелке, на открытие против часовой стрелки. Закручиваем его максимально. Обязательно вновь открываем кран горячей водой и проверяем, перестала ли поступать вода. Вода перестала поступать, закрываем кран, чтобы нам ничего не залить снизу. Далее нам понадобится самый базовый инструмент. Это пассатижи, которые есть в каждом доме. Либо же разводной ключ, который есть не в каждом, но во многих домах. Для удобства пользования я рекомендую использовать разводной ключ. Далее нам нужно отвернуть вот эту гаечку. В большинстве случаев эта гаечка может отвернуться руками. Но так как в нашем случае она закручена довольно-таки плотно, поэтому будем использовать разводной ключик. Достаточно просто сорвать гайку, и дальше она идет, как вы можете видеть, руками. Отлично, с этим этапом мы справились. С чем я вас и поздравляю. Следующим этапом будет выбор места расположения фильтра. Я не рекомендую располагать фильтр на этой стене, так как когда фильтр наполнится водой, он станет довольно-таки увесистым и может просто вырвать болты, которые будут держать его на этой стене. Также нам нужно использовать это пространство максимально выгодно, и я не буду применять стандартную схему расположения фильтра на этой вот стенке. Я его прикреплю где-нибудь вот здесь. Также стоит учесть, что из нашего фильтра будут торчать шланги в левую и в правую сторону, поэтому я не рекомендую ставить фильтр близко к стенке, так как мы просто перегнем шланг. Нужно расположить фильтр диаметром по центру. Вот это место будет самым идеальным, я считаю. Самое время обратиться к наклейкам, которые нам любезно предоставил завод-производитель. Вот эта наклейка нам будет необходима. Эта наклейка полностью дублирует место расположения отверстий для будущих шурупов, которые мы прикрутим вон туда. Все делается интуитивно просто. Просто отклеиваем наклейку и приклеиваем его на то место, куда мы хотим расположить наш фильтр. Вот так будет идеально. После того, как мы наклеили наклейку, обратимся к пакетику с фитингами. Нам потребуется отсюда всего две вещи. Это два замечательных шурупа, которые мы сейчас будем вкручивать. Наш шуруп необходимо вкрутить не куда-то в синюю область, а именно в белую область. И не куда-то в центр, а именно вот здесь. Для вкручивания шурупов нам потребуется отвертка классическая крестовая. Если у вас есть шуруповерт, конечно, можете использовать его. Но так как у меня он есть, я буду использовать, конечно же, шуруповерт. Шуруп необходимо вкручивать не до конца. Посмотрите, на какое расстояние он выпирает. Для того, чтобы нам без проблем можно было повесить на него наш фильтр. То же самое проделываем с левым шурупом. Вкручивание шурупа – это самое сложное, с чем вы столкнетесь на протяжении всей установки вашего фильтра. После того, как наши шурупы были вкручены, давайте проверим, все ли правильно мы сделали. Отлично, фильтр сел идеально.
Снимаем его обратно. Следующий, что нам понадобится, это шланги, которые идут вместе с фильтром. Распакуем аккуратно шланги, не порезав их. Теперь нужно быть очень внимательным для того, чтобы понять, какой шланг куда подсоединять. Как мы видим, два конца шланга у нас одинаковые, а два конца абсолютно разные. Поэтому нужно определиться, где у нас вход, а где выход. Что ж, давайте это сделаем. Как вы можете наблюдать, мы говорили ранее, на фильтре есть два отверстия. Вход и выход, in и out. Соответственно, in — это то отверстие, откуда должна поступать вода в фильтр. А out — это выход, откуда вода должна поступать в кран. То есть на выход выливаться к нам в ручки. Соответственно, здесь у нас будет in — это то место, откуда вода выходит и будет поступать в фильтр. А выход — это будет вот этот шланг, откуда вода будет выходить у нас в кран. После того, как мы определились, где вход, где выход, давайте подключим наши шланги соответствующим образом. Так как этот шланг должен быть подкручен вот к этому шлангу, это у нас будет, значит, выход. Поэтому другой конец шланга мы подключаем к отсеку out. Для того, чтобы его подключить, необходимо просто вставить этот отсек фильтр и потянуть обратно. Все, шланг зафиксирован. Соответственно, второй шланг подключаем к in. Таким же способом. Вставляем шланг в дырочку и тянем его немножко на себя. Все, шланг зафиксирован. Теперь пришло время повесить наш фильтр на его законное место и подсоединить все шланги туда, куда нужно. Но сперва давайте активируем сигнализацию, которая будет нам сигнализировать о том, когда необходимо будет заменить фильтр. Для этого снимаем защитную пленочку и нажимаем на кнопочку активации. Нажимаем, держим. Лампочка посигнализировала о том, что фильтр готов к установке и таймер запущен. Весим наш фильтр на приготовленное нами место. Теперь приступаем к последнему этапу нашей с вами установки. Прикрутим все шланги на место. В случае, если резьба на вашей трубе не соответствует диаметру предоставленного шланга, у нас в комплекте есть вот такой вот фитинг-переходник, который мы можем легко использовать, но в данном случае он нам не нужен. Также у нас еще есть замечательная пакля, которую мы можем использовать для того, чтобы вода не протекала. Ну, так как у нас здесь имеются резиночки, проверяем их наличие, что они есть и в порядке, поэтому просто закручиваем без всяких дополнительных средств. Шланги необходимо расположить так, чтобы не было никаких загибов, переломов и тому подобное. Чтобы закрутить такую систему, нам понадобится два ключа. Одним будем придерживать нижнюю часть шланги, а вторым ключом будем закручивать верхнюю часть. Закручивать не стоит слишком сильно, дабы не повредить резьбу и не сорвать наши шланги. Далее прикручиваем оставшийся шланг к выступающей поверхности нашей трубы. Не забываем убедиться в наличии резинки. И прикручиваем смело шланг на место. Вот так вот красиво у вас все должно получиться в конечном счете. Что ж, настал кульминационный момент нашей с вами эпопеи. Открываем кран. Создаем давление в шлангах и проверяем на наличие утечек. Черная вода сигнализирует нам о том, что фильтр вступил в работу и вода приступила к очистке. Оставляем кран открытым и спускаемся обратно вниз. Далее, пока вода течет у нас из крана и происходит циркуляция всей системы, нам нужно убедиться в отсутствии течи в наших с вами соединениях. Для этого мы сухой рукой проверяем все фитинги на наличие подтеков, капель воды и тому подобное. Не забываем проверить также и вот эти места. Мы, конечно, доверяем производителю, но все же стоит пристраховаться и проверить, как надежно все собрано. Фильтр не течет, воды нигде нет. Поздравляю, мы завершили с вами установку фильтра очистки воды. Поздравляю вас еще раз с успешной установкой водяного фильтра. Несмотря на то, что мы проверили наши соединения и убедились в том, что отсутствуют какие-либо капли воды, какая-либо течь, я настоятельно рекомендую спустя некоторое время, пару дней, может быть неделю, спуститься под раковину еще раз и проверить вновь все стыки, чтобы нигде не было подтеков, мокрых следов и тому подобное. Согласно инструкции, производитель нас предупреждает о том, что этот фильтр предназначен только для установки на кран с холодной водой. Но так как я использую всегда только горячую воду, я поставил на свой страх и риск его в район горячей воды. Я редко использую холодный кран, так как у меня из горячего крана льется практически холодная вода. Она начинает течь холодненькой, а потом постепенно становится тепленькой. Поэтому я всегда в первую очередь открываю кран с горячей водой. Я делаю им все, я чищу зубы, умываюсь и так далее. Холодной добавляю воду крайне редко. И что я буду делать сейчас? Я поставлю второй фильтр на холодную воду, для того, чтобы вся вода в кране была абсолютно чистая.
Я не знаю, почему производитель не рекомендует ставить этот фильтр на горячую воду. Если вы знаете причину этого, напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Возможно, фильтр как-то разрушается, быстрее сбивается или еще что-то. Что ж, посмотрим. Я не буду подробно показывать процесс установки фильтра на холодную сторону. Вы так все прекрасно поняли и знаете, как это делается, поэтому на ускоренной перемоточке быстренько посмотрим, как я это сделаю, и будем наслаждаться чистенькой водой в нашем кране. Все готово, ребят. Как вы видите, оба фильтра установлены. Один на горячую, второй на холодную воду. Ну и вишенка на торте будет у нас такая замечательная наклейка, которая будет нам сигнализировать о том, когда фильтр нужно менять. Располагаем эту наклейку где-нибудь в районе расположения фильтра. Ну и так как за окном у нас ноябрь месяц, мы отрываем наклеечку со словом «ноябрь», тем самым показывая нам, что мы установили фильтр в ноябре месяце. Соответственно, в ноябре месяце следующего года нам будет необходимо поменять фильтр на новые. На этом установка водных фильтров полностью закончена. Поздравляю вас с успешной установкой. Если было полезно, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока!